О принципах японской архитектуры. Во-первых, хочу поблагодарить компанию «Архдиалог», которая организовала это мероприятие, пригласила на него нас. Они же помогли нам с выбором темы, да, сказав, что если мы расскажем о 10 принципах японской архитектуры, о которых никто не знает, это будет всем очень интересно. И в процессе работы над этой темой мы поняли, что таких принципов на самом деле практически нет. О них о всех где-нибудь да и пишут что-нибудь, да и говорят, но вот только интерпретация этих принципов очень сильно отличается в зависимости от того, кто об этом пишет, как он об этом пишет. Поэтому мы взяли принципы, которые были подготовлены другим автором. Есть такой мотивационный оратор, его зовут Ричард Гар. Он подготовил некоторые принципы, посвященные дзену. Мы взяли эти же принципы, дополнили их и вдобавок к ним даем свою интерпретацию, как их видит и понимает японский архитектор, который работает в России. Вот это, мне кажется, будет интересно для всех. Поэтому, если позволите, мы начнем. Сурдева, яритай томаймасу. Сайшо ни икимасу не? Итак, всем видно? Да? Отлично. Дозо. 1個目が簡素っていう言葉ですね。簡素っていうと英語にするとシンプルってすごい簡単な言葉になってしまうんですけど、実はその Простой буквальный перевод слова «кансо» — это простота. Но только речь идет о простоте не только в окружающих нас вещах, но и о простоте в душе самого человека, в простоте восприятия им окружающего его мира. 一番わかりやすい、今日デザイナーの方が多いっていうことなので、一番わかりやすいのがミース・ファンデル・ローエの Less is more っていう考え方なんです。もう一度英語で言ってもらえます？ Less is more. Less use more. И поскольку у нас дизайнеров очень много сейчас в аудитории, то вам, наверное, всем знаком принцип less use more, который был представлен... Мисс Фан дер Лоэ. Мисс Фан дер Лоэ? Да? Я правильно перевожу название? Да, это он представил этот принцип, и это самая вот простая интерпретация той самой простоты в японской архитектуре. で、その Less is more っていう考え方は何もないことは実は全てを含んでいて、全てが可能になるんじゃないかっていうことを И суть этого принципа заключается в том, что там, где, казалось бы, ничего нет, на самом деле есть все, что необходимо, нужно это просто увидеть. И вот в этой самой простоте как раз и сокрыта та естественная природная красота, которую очень часто можно видеть в японской архитектуре. 形っていうものが一番表現されていて、でそれでシンプルな中に反射する、エフェクトを加えてこの大通りにあるんですけど、大通りのところの街路樹が映るようなデザインをしています。И вот в данном случае на этой картинке, например, да, если вы смотрите на это здание, в чем же простота его? Простота заключается в том, что это обыкновенный зеркальный павильон. Но именно благодаря тому, что в нем отражается окружающее пространство, отражается окружающая жизнь и улицы, именно через это и раскрывается простота. Точнее, именно через это раскрывается красота, через вот эту простоту дизайнерского решения. И я по этой самой причине решил сегодня в черную одежду одеться, чтобы все было очень просто и понятно. これも本当にシンプルに街並みの上に 大きいテラスがあるだけ。でもそれがその都会の喧騒から離れる気持ちいい空間となっています。Ну и вот, например, пример еще одного пространства, созданного на крыше многоэтажного дома в населенном центре Японии. Здесь все предельно просто, предельно понятно и очень красиво. これも作りはすごいシンプルです。 И вот, например, такой вполне заурядный для Японии интерьер, у которого очень простое исполнение. Но в простоте исполнения как раз и кроется главный секрет. То есть вы можете видеть, что особым образом закреплены деревянные панели, да, специально подбирается цвет, он специальным образом чередуется. И именно это очень простое на самом деле по своей идее решение определяет то ощущение, которое вы испытываете, когда находитесь в этом пространстве. これは本当にシンプルにコンクリートの打ちっぱなしにスチールのサッシとスチールの階段があるだけ。でもすごい優雅に見えるのは不思議に僕も感じている。И вот, например, вариант интерьера исполненного предельно просто. Здесь ничего экстраординарного нет. Здесь обыкновенный бетон, обыкновенный металл, немного дерева,
простые понятные линии, но, по крайней мере, мне, говорит Такахаси-сан, кажется, что это богатый интерьер. И вот это его богатство, вот эту его суть, возможно, ощущает не каждый, но я ее чувствую. Ику? Окей. これも似たような感じですね。 Ну и вот тоже что-то похожее. 空間構成をしている。 Ничего замысловатого, но сам по себе интерьер, он обладает каким-то скрытым богатством. 構成が綺麗に見えているという。 И вот тоже фотография, на которой, казалось бы, все очень лаконично и выдержано, при этом, ну, практически ничего нет, то есть простые белые стены, простые белые, соответственно, элементы. Единственное, что придает красоту этой фотографии, это яркий цвет дивана, это вот эти вот деревянные панели разных цветов, и наличие только этого акцента определяет полностью ощущение, которое возникает у человека, когда он находится в этом пространстве. これがシンプルにすることの一番の意味であって、シンプルですあるからこそ、その置いたものだったり、置いたもので空間が全て変質していく、何にでも変わっていける空間というのができるっていう。 И вот возвращаясь к тому, о чем мы говорим о простоте, да, как об одном из первых и определяющих принципов японской архитектуры. Вот именно так это и проявляется. То есть красоты и эстетического наслаждения можно добиться через простое решение. Это не обязательно должно быть что-то сложное, мудреное или там, технологически инновационное. И вот тут маленькая ложка дегтя из опыта Такахаси-сана. Он говорит, что в России очень часто меня, говорит, не понимают наши заказчики, потому что им очень сложно понять, как так их интерьер будет богатым за счет одного единственного предмета. Им кажется, что стены должны быть разноцветные, мебели должно быть много, диван должен быть самого какого-то актуального или нового цвета. Им довольно сложно бывает понять, что богатство можно достичь за счет того, что, сделав простую да, там, интерьерную отделку, поставить в нее действительно элемент, который будет создавать всю красоту и всю эстетику этого пространства. Идем дальше. 次が、アシンメトリー。 Второе, в кинсе, или по-другому асимметрия. 僕の格好を見てもらえば分かると思うんですけど、 Ну, вы можете обратить внимание на мой пиджак, как видите, он тоже достаточно асимметричен. И волосы тоже у меня асимметричные. パンツ全部がアシンメト И リー。 даже штаны у меня асимметричные, вы, может быть, этого не видите. 日本のデザイナーさんの幼児さんがやって作ってるもの。 И это специально для вас одетый наряд, пример того, что такое асимметрия, как она может смотреться хорошо. でアシンメトリーの面白いところは、日本のアシンメトリーっていう考え方としては、例えば丸い円があった時にそれが欠けていてもそれがあるものとして見なすっていう、ないものをあるものとして見なすっていう考え方なんですけど、そこまで一回かけてください。 И особенность японской асимметрии, вообще восприятия ими асимметрии, то, что если вещь асимметрична, то это не значит, что она не имеет права на существование. Наоборот, асимметричная вещь — это такая же константа, как симметричные завершенные вещи. 僕が面白いなと思うのはこう、例えば僕の格好で見て全然雰囲気が変わると思うんですよ。この右から見た時と左から見た時。 Здесь опять-таки обращу ваше внимание на мой наряд. Если вы посмотрите, то с правой и с левой стороны наряд Такахаси-сана смотрится по-разному. То есть в зависимости от того, откуда вы на него смотрите, его внешний облик меняется. 方向 Поэтому это на самом деле очень простой способ создания чего-то интересного и оригинального. Он не требует как бы каких-то инновационных решений. Все, что нужно, это просто увидеть красоту вот в простой асимметричной форме. つまらないのでその形を崩しているところがあります。 В качестве примера вот входная зона одного общественного пространства, делать ее просто квадратной формы было неинтересно, поэтому было принято решение создать асимметрию и сделать такую неординарную форму. でちょっと本当は中から見たシーンとか内側を歩いてるシーンとかあればいいね。 С архитектурной точки зрения здесь есть еще один аспект. В зависимости от того, с какой точки вы смотрите на асимметричный вход, в зависимости от того, проходите ли вы через него, либо выходите из него, визуальная составляющая очень сильно меняется. То есть каждый раз, проходя через этот вход, вы получаете разный угол обзора и, как следствие, по-разному воспринимаете это архитектурное решение. これも形をだいぶ崩しているものなんですけど、これ Вот, например, вот пример проекта, который изначально был задуман в абсолютно симметричной манере, то есть это должна была быть просто прямоугольная коробка. Конечно же, никакой романтики в ней, как говорится, нет, и впоследствии в процессе работы было найдено решение, где создали вот такую вот фасадную конструкцию, которая фактически делала дом асимметричным, хотя внутри это самый обыкновенный, соответственно, прямоугольная коробка здания. 一番最初に話したアシンメトリーの
根本的なところのИ здесь ну, достаточно долго и сложно прорабатывалась концепция. Пришла она в итоге к тому, что, используя асимметричные формы и асимметрию, всегда удается показывать то, чего на самом деле не видно при полной симметрии, и наоборот, да, прятать какие-то элементы, которые при полностью симметричных линиях были бы слишком навязчивыми и слишком броскими. Тоже пример, может быть, не очевидной асимметрии, да, здесь как бы выстроены симметрично друг к другу линии, но на самом деле элементы вот этой декоративной панели, они все выставлены рандомно, да, то есть там нету как бы какого-то четкого математического порядка, это не матрица, вот, и как следствие это тоже на уровне деталей дает очень интересное ощущение, да, то есть здесь в разнобой цвет, в разнобой рисунок, он смотрится как бы единым, но в нем есть скрытые детали, которые могут доставлять определенное удовольствие, если всматриваться и созерцать красоту этой панели. Вот, например, сейчас на картинке вы видите плитку, да, которая не выглядит как плитка, она тоже специально вот таким вот рандомным асимметричным образом выложена, и вы можете видеть, что смотрится это очень красиво. Идем к следующему аспекту, это шибуми. Мы долго думали с Такахаси-саном как это перевести, решили обозвать это словом эссенция. Сейчас объясним о чем. Такахаси-сан тут хочет пример привести. Значит, что же такое шибуми, да? О чем здесь идет речь? Почему эссенция? Кто из вас знает, что у нас есть пятый вкус, он называется умами? Так, далеко не все слышали про умами. Так вот, открываю вам, значит, недавно, кстати, научно, по-моему, даже уже утвержденный факт, что есть, оказывается, вкус белка. И это если очень просто объяснять, и вот этот вкус умами, это тот вкус, который вот вы ощущаете, когда едите такую как бы хорошо насыщенную белковую пищу. Я правильно говорю? Да, то есть это вот вкус такой как бы насыщения на языке. Да, то есть оно приходит к вам не в желудке, когда вы перевариваете, а на языке, когда вы едите. Вот. Другое название вкуса умами — это глютамат натрия. Вот это вот вы все уже, наверное, знаете, да? Фактически это химический, соответственно, состав, который определяет вот это вот самое чувство, заставляющее нас выделять слюну и бесконечно хотеть вот что-то съесть, посыпанное глютаматиком. Вот это умами. И Такахаси-сан говорит, что для него понимание вот этого принципа, да, в архитектуре шибуми — это вот как раз вот эта вот такая вкусность, калорийность, но только не в таком, как это сказать, грубом смысле, а наоборот, с точки зрения ощущений. То есть, когда вы смотрите на интерьер, когда вы смотрите на архитектурную форму, и вы видите, что в ней как бы все лаконично, естественно, полноценно, желанно, вот тогда это шибуми. И помимо этого, в японском языке очень часто используют слово шибуй, это, соответственно, прилагательное от слова шибуми. Вот бывают такие вот шибуи люди, вот люди, которые вот, ну, не знаю, чем-то так насыщены, они как-то вот содержат в себе какой-то посыл. いいよ。言ってくれれば回しますよ。これは日本だったら渋いその材料をうまく組み合わせてるなっていう。Вот пример понимания того, что такое шибуми с точки зрения японских архитекторов. Вот этот интерьер, ну или даже экстерьер, тут такое как бы необычное пространство, это шибуй, это шибуми. По-японски сочетание этих материалов, их цветов, их толщина, все вот эти элементы делают восприятие этой картинки вот насыщенной и, что называется, умай. 逆に言うと僕はロシア人に合った渋みっていうのがあったと思うんですね。まだそこをいろいろ探ってる途中ですが。И Такахаси-сан говорит, что если говорить о его опыте в России, то ему кажется, что он в России столкнулся с еще одним видом, так сказать, вот этой вот сибуми, это российская сибуми. Вот только в России существующее, такое пока еще может быть необъяснимое, но я, говорит, чувствую, что у русских есть вот это свое восприятие того, что такое действительно такой сочный, вкусный интерьер, и оно, конечно, отличается от японцев. Вот еще один пример чисто японского сибуй, да, того, что с их точки зрения выглядит эстетически насыщенно, вкусно и эффектно. И это тоже с точки зрения японцев довольно такой приятный, насыщенный интерьер. Со своей стороны хочу обратить внимание, что очень мало деталей, как вы видите. То есть вот этот самый такой всем известный японский минимализм, он присущ на самом деле всему, что они делают. Интерьеры не исключение, и как бы на дальнейших картинках, которые мы будем показывать, вы это тоже наверняка увидите.
Ну, и вот, говорит, тоже, казалось бы, простое довольно решение. Это керамическая плитка глазурированная, но у нее настолько приятный цвет и текстура, что японцам тоже нравится подобного рода вещи использовать. Вживую это выглядит невероятно красиво, особенно в полумраке с хорошим подсвещением. И Такахаси-сану это тоже нравится, он считает, что это тоже один из примеров хорошего сибуми. Более того, картинка не передает всех нюансов и тонкостей вот такого интерьера. Дело в том, что эта плитка используется в таком месте, где чуть-чуть присутствует там, появление какого-то там моха, немножечко не ровные плитки, поскольку они все сделаны вручную. Присутствует такая вот неординарность и, можно даже сказать, детальная асимметрия, да, то, о чем мы говорили ранее. И это делает, на самом деле, куда более насыщенным ощущение от этого интерьера. Этого просто не видно на этой фотографии. Но если смотреть это вживую, вблизи, вы увидите, что он насыщен интересными деталями, которые вот на общем плане не видны. Давайте дальше. Да, следующий аспект, следующая особенность, принцип японской архитектуры — это сизен. Это природность, естественность или натуральность. でこれが2つの解釈の仕方があって、まず自然を取り込むこと、自然を Значит, в естественности архитектуры и интерьеров японских есть два нюанса. Первое — это то, что естественность достигается за счет использования непосредственно природы и зелени в интерьерах или архитектуре, да, то есть такое как бы понятное, как оно звучит, понятная, как она звучит, интерпретация того, что такое естественность. И второе — это когда архитектурные формы, либо значит, дизайнерские решения вдохновляются природой, естественными формами или природными формами. Цугики Маска. Ну, тут комментировать нечего, невероятно красивый как бы ландшафтный садик. На примере этой картинки хочется сказать, что здесь, казалось бы, такая как бы естественно созданный садик, очень такой красивый, натуральный, как будто он сам по себе такой, но на самом деле это не так. Это колоссальная работа по созданию, казалось бы, естественного сада. Это все делается вручную, это все вымеряется, это все планируется. И именно в этом заключается вот как бы сложность достижения этого результата, чтобы ваш дизайн, ваше архитектурное решение, ландшафт в данном случае смотрелись естественно и натурально. Это очень сложно спланировать и создать. Здесь хочется отметить то, что естественность также означает, что необходимо достижение гармонии между архитектурой и ландшафтом, и это тоже очень часто сложно достижимая задача. И очень важно найти правильный баланс, потому что ландшафт не может быть полноценен без, соответственно, архитектурной формы, да, там здания или чего-то еще в нем, равно как и наоборот. Да. Архитектура сама по себе вырвана из контекста, в том числе из ландшафта и окружающей природы, тоже не самодостаточно, несовершенна. Ну и вот, опять-таки, говоря о том, что нюанс японской естественности — это непосредственно использование растений и непосредственно использование зелени, вот такие примеры, да, японской красоты ландшафтной можно привести. Если переходить к нюансам, связанным с архитектурой, то, конечно же, очень важно, чтобы наличие природы за окном гармонично сочеталось с пространством интерьера внутри. И если такой возможности нет, то в качестве примера можно воссоздать природные формы. В данном случае используются специальные панели ручной работы под названием кумико, которые повторяют вот такой естественный природный рисунок. И здесь на самом деле все предельно просто, да, то есть мотив этих панелей, которые расположены наверху, это гора, красивая живописная гора, сзади нее находится пространство города, абсолютно центр, где нету никакой эстетики. Вот, полагаю, что с обратной стороны этой стены висит трансформаторная коробка, там смотреть абсолютно нечего. Но вот таким образом, как будто кусочек, частичка природы оказывается внутри интерьера, который априори расположен в совсем не натуральном, неестественном месте. Идем дальше. Следующий момент, о котором мы хотим поговорить, называется юген, и мы его, опять-таки, после долгой дискуссии решили перевести как недосказанность в интерьере или архитектуре. Здесь можно сказать, что вот эта недосказанность — это определенная форма глубины любого дизайнерского или архитектурного решения, глубины неочевидной, неосязаемой и, как следствие, интерпретируемой каждым человеком по-своему. Да, то есть легкая недосказанность — это не незаконченность, а это отсутствие, скажем так, формального признака, по которому мы очень четко дифференцируем и очень четко определяем, что это конкретно.
Вот, в частности, пример, тоже такая традиционная японская эстетика, многим наверняка знакомая картинка, в которой присутствует следующее. За счет того, что существует вот этот оконный проем, который концентрирует наше внимание на ландшафте за пределами комнаты на одном конкретном месте, мы не знаем, что там вокруг находится. Мы видим только вот эту часть, на которой сконцентрировано наше внимание, и мы можем сами себе представить, что там за пределами вот этого круглого пространства еще есть. Эту фотографию в качестве иллюстрации мы выбрали по той простой причине, что на ней присутствует перспектива, на ней присутствует что-то такое отдаленное, интересное, манящее, вот, но при этом мы не знаем точно что. Мы можем только это представить, исходя из тех деталей и тех вещей, которые мы видим на картинке. А это природа, это красивое отражение, это освещение. Именно они в итоге создают ту атмосферу, которая позволяет нам почувствовать, что вот это такой недосказанный, но при этом очень манящий интерьер. Такахаси-сан говорит, что тут немножко отвлекусь. Вам, говорит, не кажется, что в женском характере иногда тоже бывает такая какая-то манящая таинственность и недосказанность? То есть вот она красивая, замечательная, и все как бы хорошо, но что-то там есть, что-то там спрятано в глубине, и ты не можешь успокоиться, пока ты не доберешься до этого секрета. Вот он невольно сравнивает это понятие с тем, что мы называем юген в дизайне и архитектуре. Эта фотография тоже, например, иллюстрирует что-то такое интересное, таинственное. Что там вокруг находится, непонятно, потому что определенные участки затемнены. При этом исполнение очень простое. Это самые обыкновенные маленькие плиточки в виде лепестка. Да. Их богатство достигается за счет антуража, атмосферы, освещения, и сохраняется вот это чувство недосказанности и какой-то тайны. Продолжим? Да? これも本当にシンプルな白いパネルに近いかもしれない。Такахаси-сан говорит, что вот еще один пример тоже такой какой-то легкой недосказанности. То есть здесь довольно простые, можно даже сказать, заурядные 3D-панели. Вот, на них просто правильным образом подается свет, создается акцент в архитектуре, вокруг которого выстраивается все остальное, опять-таки, достаточно простое, да, там, дизайнерское решение. И ему лично кажется, что эта обстановка, она такая, слегка даже такая эротическая. Итак, переходим к следующему, соответственно, аспекту. Это дацузоку, или, как мы это называем, необыденность. И здесь, в первую очередь, мы говорим о том, что это некое отсутствие паттерна, отсутствие повторений, оригинальность и создание архитектурных форм и дизайнерских решений, которые являются единственными в своем роде. И вот, пожалуйста, вам такой тоже собирательный пример. Это опять-таки вот эта традиционная японская панель кумико, сделанная из деревянных реечек. У нее асимметричный рисунок, достаточно простое исполнение. При этом ключевым отличием является то, что традиционная, обыденная, повседневная японская вот эта панель, она делается с одинаковым рисунком во всех абсолютно ячейках, то есть отсутствует вот это вот разнообразие, такая вот аляпистость, и как следствие это становится уникальным в своем роде элементом, да, в котором присутствует с одной стороны и традиционность, обыденность, а с другой стороны оригинальность и необыденность как следствие. И еще одна, например, интерпретация — это вот эти панели кумико, которые размещены вот таким вот образом, как элемент дизайна. Чтобы было понятно, скажу, что кумико — это, как правило, используемая на традиционных японских вот этих перегородках панель, да, то есть это раздвижные двери, грубо говоря, просто такого очень высокого уровня, да, достаточно дорогая история. И вот здесь они используются как дизайнерские панели. Это альтернативная интерпретация, опять-таки, обыденного для японского интерьера, для японского дизайна элемента. И вот еще один пример, опять-таки, возвращаясь к предыдущим аспектам, да, природность. То есть, опять-таки, панель кумико, опять-таки, какой-то натуральный, естественный природный мотив. И вот такое исполнение, которое с правильным добавлением света в правильном интерьере очень интересный, такой приятный эффект дает. Особенность следующей японской архитектуры — это сейджаку. Мы перевели это слово как покой, спокойствие. Здесь, конечно же, в первую очередь мы говорим о спокойствии, которое возникает в душе человека, когда он присутствует в определенном пространстве, в определенном здании или интерьере. Речь идет не только о том, что детали вокруг него все там имеют, не знаю, умеренный цвет, что освещение умеренное, что обстановка спокойная. Нет, речь идет еще и о том, как человек ощущает себя, попав в это пространство. このシーンを見るとすごく
僕は落ち着くんですけど、それってキリルとか見てどうですか？Так Александр спрашивает у меня, вот я, говорит, смотрю на эту картинку, и она меня сразу успокаивает, заставляет меня чувствовать умиротворенно. Он спрашивает, а у тебя, Кирилл, как? Можно я вам этот вопрос задам? Вот если бы вы попали в это пространство, да, сидели бы за этим столом на этом татаме, смотрели бы за окно, вы бы чувствовали успокоение, вы бы чувствовали покой? Вижу кивающие головы, это хорошо. そうの似てます、似てます。そうですね、この心が静まる感じを静寂、それを一個のデザインの精神として持っているのが日本のそのデザインの方です。И здесь просто важно понимать, что при создании и поиске каких-то архитектурных и дизайнерских решений они ищут именно это, то есть не эстетическую, а внутреннюю составляющую, именно то, как вы воспринимаете себя в этом пространстве или смотрите и видите эти детали, вот что имеет более важное значение, чем их формальная принадлежность к определенным там линиям, к определенным категориям и так далее. И вот тоже... Томаритайсная. Вот Такахаси-сан шутит, что это на самом деле комната гостиницы. Внутри, обратите внимание, невероятно простой интерьер, ничего сложного, но стоит вам открыть перегородку, вы сразу видите за окном природу, вы видите ванну, да, с горячими, где есть вода из горячего источника. Такахаси-сан говорит, что я бы там сразу с удовольствием и заселился на ночку-другую. Вот, действительно, очень такое приятное, успокаивающее место, в котором, опять-таки, нет ничего слишком вычурного. Немножко не хватает цветопередачи на этой картинке, но на самом деле это фотография, где в центре находится сакура, она подсвечена, соответственно, подсветкой и красиво отражается в пруду. Это тоже такая очень красивая сцена, которая успокаивает, умиротворяет и вызывает положительные эмоции. Но хочу обратить ваше внимание, да, что большинство картинок, которые я вам сейчас показал, там у нас есть природа, да, и, наверное, понятно, почему это нас успокаивает, потому что это какое-то естественное зрелище, это картина, которая нам понятна, она проста в понимании. Гораздо сложнее создавать такие пространства, гораздо сложнее делать такие интерьеры, например, и строить такие здания, которые бы вызывали вот это самое умиротворение и покой. Поэтому мы перейдем к следующему пункту. Не расскажем вам секрет создания таких пространств. Нет, расскажем. Это ма. Следующее понятие – это пустота. И на самом деле, наверное, более правильная интерпретация была бы слово space по-английски, да, то есть пространство некое, которое создается в интерьере. Вы, наверное, все знаете, что традиционные японские дома — это дома, которые строились фактически по каркасной технологии, а точнее даже это были просто столбы, на которых, соответственно, крепилось все необходимое. Между вот этими основаниями, столбиками были раздвижные двери, и, как следствие, в японских традиционных домах комната могла быть любого размера, можно было позакрывать все перегородки и сделать много маленьких комнат, открыть все перегородки, сделать одну большую комнату, и всегда была вот эта вот пустота, вот это вот пространство, которое по-разному использовалось японцами в процессе вот повседневной жизни и эксплуатации. И чтобы создать вот это пространство, чтобы создать вот этот вот объем, вот этот space, конечно, самым простым способом является как бы разносить элементы, неважно ландшафта, неважно в архитектуре или в интерьере, один от другого, создавать между ними пустоту и вакуум. Да, почему мы все-таки решили, что это пустота в первую очередь. И вот обратите внимание, да, что на этой картинке очень много элементов, да, есть, соответственно, вот эта вот прибрежная зона с мелким камнем, есть крупные камни, есть здания где-то поодаль, в перспективе красивая растительность и так далее, но они все очень широко расположены друг от друга, в центре них находится большой вакуум в пространстве, создаваемый именно озером, и за счет вот этой перспективы, за счет вот этого расстояния удается создать такую картинку, которая, наверное, у всех вызывает положительные эмоции и всем нравится. 僕がロシアでやってるプロジェクトだと、よくこういうスペースを作ると、ここは何なの、砂利なの、いるのってよく言われるんですね。 И вот та вещь, с которой я сталкивался в российских проектах, это когда создаешь пустое, казалось бы, пространство, в котором как бы ничего нет, у всех возникает вопрос, а зачем в пространстве, в котором ничего нет или ничего не должно быть, у вас тут красивые камни, галька, растения там какие-то, может ничего этого не надо, может просто пруд и все? Но именно вот эти вот детали, расположенные в этой самой пустоте, казалось бы, именно они определяют наше восприятие.
Здесь точно так же большое, пустое, опять-таки, пространство, которое задано ландшафтом и именно водной гладью, а вокруг нее огромное количество маленьких элементов и деталей, которые создают вот это вот неповторимое ощущение при нахождении в таком месте. 島を表現していて、はいはいはい。砂が Вакаримашита, 水を表現している。Кайсан тут говорит, ты можешь сам объяснить, люди наверняка и так это понимают, что такое японский сад камней, да, что он из себя представляет, как это выглядит. Я надеюсь, что вы знаете. Кто знает, что такое сад камней японский? Так, хорошо, знаете, отлично. Действительно, простое объяснение того, что такое представляет из себя японский сад, это имитация моря, водной глади, а камни, которые размещены в этом саду, это как раз острова, которые находятся там, среди моря или океана, в зависимости от того, какова изначальная оригинальная задумка. И я, говорит, на самом деле очень люблю такие вещи, они мне очень нравятся. Здесь опять-таки очень много вот этой вот, казалось бы, пустоты и пространства, которое, создавая вот этот вакуум, провоцирует нас визуально заполнять его большим вниманием к деталям вокруг. Но я стараюсь в России такие вещи не делать, потому что на самом деле создание вот этого идеально ровной вот этой такой каменно-песочной глади, это очень тяжелая работа. Мне очень жалко людей, которые этим занимаются, поэтому я стараюсь избегать таких решений, хотя визуально, эстетически они очень хороши. И если говорить о том, что такое ма, то есть, да, вот эта пустота в пространстве интерьеров, ну, самое простое, о чем стоит сказать, это, как вот здесь, например, на картинке это видно, кстати говоря, тоже фактически вот эти вот узкие тонкие колонны, которые формируют связь между внешним и внутренним пространством, вот эта перспектива, ее наличие, отсутствие в ней большого количества деталей создают вот это вот самое такое опустошенное пространство, которое на самом деле эстетически очень приятно, а главное в нем очень хорошо находиться. Такахаси-сан говорит, что он сомневался использовать вот эту картинку как пример именно создания вот этого пространства, вот этого ма, и в итоге решил это сделать. Почему? Потому что это на самом деле коридор, он соединяет два куда более просторных больших зала, но именно за счет создания перспективы в этом коридоре, именно за счет освещения, именно за счет там, высоты потолков и всех вот этих нюансов у нас все-таки возникает ощущение вот этой вот пустоты, вот этого вакуума, который хочется чем-то дозаполнить, да, хотя бы ментально. И это, кстати говоря, очень сильно перекликается с тем, что мы говорили ранее, а именно вот этот аспект недосказанности. Да? То есть мы чувствуем, что там что-то есть. Но что там есть, мы не знаем, мы хотим предпринять попытку, мы хотим пройти, мы хотим дотянуться до этого скрытого от нас места и разобраться в нем. Вот в чем как бы весь смак подобных решений. これはすごい有名ですね。わびさびのわびの方ですね。 Ну а сейчас мы скажем о том, о чем вы все наверняка знаете. Термин ваби-саби слышали? Не название ресторана, а именно термин. Ваби-саби. Кто знает? Ага, не знали. Ваби-саби сиранайнда, это минного. Окей, тогда мы вам сейчас расскажем. Итак, ваби. Такахаси-сан говорит, что не так просто это объяснить неподготовленной аудитории, ай-яй-яй. Но на самом деле все предельно просто. Перевод этого слова – это бедность или скудность. Но то, что это означает в архитектуре и дизайне, на самом деле никак не связано с платежеспособностью человека. Вот. Это связано в первую очередь с тем, что интерьер или архитектура или дизайн должны быть не перенасыщены деталями, не перенасыщены чем бы то ни было, но в нем должно присутствовать что-то такое, что обладает максимально возможным качеством. Это может быть очень дорогой предмет, да, не обязательно, как бы, чтобы он тоже был бедный, но все остальное вокруг него должно быть скудным. Вот специально именно эту фотографию, да, решил поставить Такахаси-сан, поскольку здесь предельно простые решения, здесь нету ничего дорогого, здесь очень скудное как бы все, но при этом эстетическая составляющая этой картинки, ну согласитесь, она очень по-своему богата, она красива, она насыщена. И вот еще один пример вот этого самого ваби, да, то есть опять-таки скудности, казалось бы, отсутствие ненужных и лишних деталей, но при этом насыщенности и самодостаточного богатства того самого элемента, той самой единицы, которая присутствует в этой пустоте, можно видеть вот на этой картинке. На самом деле она также хорошо иллюстрирует как раз второй принцип, это саби. Мы о нем расскажем чуть-чуть попозже, вы поймете почему. Ну и второй момент, который тоже присущ вот этой концепции ваби, да, заключается в том, что тот самый единственный элемент, который живет в вашей
скудной среде и обстановке, он сам по себе может быть очень дорогим, либо обладать очень высоким качеством. Да, то есть данная картинка в том числе пример того, как у нас ничего, казалось бы, нет, опять-таки маленькая плиточка в форме лепестка, но она создает, ей присуща как раз вот это вот ваби, да, то есть вот эта самодостаточность и качество. なんていうんですかね、こう、合計的なあれですよね。はいはい。И на самом деле особенно внимательные наверняка это подметили. Вот эта плитка у нас в картинках фигурирует уже, наверное, 5-й раз. Замечали это, да? То есть она уже была ранее на других картинках, она каждый раз смотрелась по-другому, каждый раз она была по-своему хороша. При всем при этом это была всегда одна и та же плитка, просто освещение, антураж, фон, на котором вы ее используете, ракурс в том числе, они все определяют понимание нами вот этого одного одинакового простого предмета. В этом как раз такой как бы сильный нюанс и собирательное значение вот многих аспектов японской архитектуры и дизайна. Вот тоже пример, опять-таки, плитки керамической с освещением, которая, как мне кажется, смотрится вкусно, да, то, о чем мы говорили ранее по поводу шибуми, да, она там смотрится достаточно просто, то, что мы говорили в самом начале, и при всем при этом обладает всеми вот необходимыми эстетическими свойствами, вызывает положительные эмоции. Ну и вторая часть той самой концепции ваби-саби, саби, да, это некая уединенность. Дословный перевод «одиночество», но это дает не совсем корректный эмоциональный посыл в русском языке, поэтому мы решили все-таки сконцентрировать внимание на интерпретации уединенности. И здесь очень важно понимать, что это уединенность, которая, с одной стороны, это ваше внутреннее чувство, которое возникает, когда вы попадаете в правильный гармоничный интерьер или пространство, а с другой стороны, это в том числе самодостаточность вот какого-то архитектурного или дизайн-элемента, который вы видите, опять-таки, в интерьере или в чем бы то ни было. И вот Такахаси-сан интересуется, что это на самом деле фотография очень старого синтоистского храма. Да, просто удачно сделанная фотография какого-то уголка, без какого-то особого значения или какого-то особого смысла. Но ему, как японцу, когда он смотрит на эту картинку, ему прям приходит какое-то вот это внутреннее чувство, как это сказать, не только спокойствия, да, но и вот такой как бы уединенности, отрешенности, да, некого такого места, куда можно вот ментально сбежать и где чувствовать себя в полной изоляции, в положительном смысле. Так ли у нас с вами? Давайте поделимся с Такахаси-саном. Мы вот на эту фотографию смотрим, мы чувствуем, что нам бы хотелось уединиться в этом месте, мы чувствуем, что оно самодостаточно, мы чувствуем, что мы можем там энергетически перезаряжаться и восстанавливаться. Руки поднимаем. Так, отлично. 同じことを考えている人たちは今手を挙げてくれたんですよ。Что же интересно у остальных на уме, кто руки не поднял? いつもこのことを説明してお客さんロシアでお客さんに説明してもなかなか理解もらえなくて Он говорит, что на самом деле никаких претензий, и более того, он ожидал такой реакции, поскольку в большинстве случаев, когда он пытается российским заказчикам объяснить вот эти вот нюансы, связанные вот с таким восприятием вот таких вот пространств, мест и так далее, его не понимают. Ну, то есть вот не понимают. ただ古いんじゃなくて古さの中の新し美しさを表現している。もう一個写真。 И надо, конечно, понимать, что это как бы старый уже интерьер, да, там старый храм, и многим может показаться, что как бы ничего особенного в этой разваливающейся старине уже нет, но на самом деле там есть то, чего ищут многие, его нужно просто увидеть, найти и осознать для себя. これも同じようにその古い感じ雰囲気の中になんか美しさがあるなっていうふうに。 И вот еще один пример тоже очень старого здания, то есть можно даже сказать ветхого, в котором тем не менее присутствует вот эта вот как бы красивая простота, насыщенность, уединенность, и как следствие оно тоже вызывает положительные эмоции. И вот это работы коллеги Такахаси-сана, архитектора по имени Фудзимото, по фамилии Фудзимото. Особенность этого проекта, это более современный проект, более современная архитектура, заключается в том, что здесь использованы только традиционные методы домостроения, только традиционные материалы, то есть вручную обожженная черепица, деревянные балки, глина. И это вещи, которые... Это концептуальная работа, то есть она существует, но задача ее не в создании жилого дома, а в создании определенного посыла. Так вот, посыл заключается в том, что со временем все становится более прекрасно, более насыщенно и, как следствие, богатеет.
И вот, пожалуйста, еще один пример его же работ. Выглядит как такой совершенно разваливающийся сарай. Да? Я, кстати, напоминаю, что да, Саби это в первую очередь такая как бы, ну, бедность. Да? И здесь вот она, казалось бы, бедная отделка, назовем ее так, да, фасадная, какие-то такие непонятные, неочевидные формы, но при этом присутствует какая-то неописуемая эстетика, какая-то неописуемая красота и чувство вот этой вот уединенности. Да? И в качестве такой оригинальной интерпретации этих идей, пожалуйста, еще одно строение, да, которое выполнено тоже из, казалось бы, там, старых досок, у которого такая как бы неправильная асимметричная архитектура, казалось бы, в нее не заложена какая-то сложная концепция, но тем не менее это абсолютная иллюстрация того, что представляет из себя ваби-саби и как это может выглядеть. Об эстетическом чувстве, которое у вас это строение вызывает, подумайте сами. Да? Кому-то, возможно, нравится, а кому-то и нет. Таким образом, вот мы с вами пробежались по 10 принципам неизвестной японской архитектуры. Я еще раз говорю, что все эти принципы, конечно же, давно известны, но надо понимать, что существует все-таки своя интерпретация этих вещей именно у профессионалов, да, которые занимаются архитектурой и дизайном. Надеемся, что вам было интересно, надеемся, что какие-то полезные вещи вы услышали или уловили. Вот. Еще раз благодарим организаторов, компанию «Архдиалог» за то, что дали нам возможность здесь выступить. Ну и мы будем сидеть на диванчиках, если кто-то захочет подойти сфотографироваться, милости просим. Большое спасибо.